Подмосковье взорвался автомобиль. Удар по аэродрому в Крыму. Коррупционный скандал в российском футболе. Сегодня среда, 27 ноября. Через минуту все самое важное. В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации из-за аномального снегопада. Мэр города Олег Имамеев уже назвал его бурей столетия. Власти заявили, что в городе выпало рекордное количество осадков за последние 97 лет. За 2 дня на Благовещенск обрушилась трехмесячная норма. Движение автобусов парализовано, аэропорт не принимает самолеты. Школьников перевели на дистанционное обучение. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал госорганизации «Бизнес» перейти на удаленку. Мэр города попросил руководителей предприятий и организаций убрать от снега прилегающие территории и, цитата, «по возможности захватить и находящиеся рядом автобусные остановки и пешеходные дорожки». При этом он решил подать личный пример и вышел к зданию городской администрации с лопатой. Ситуация форс-мажорная и городу нужна помощь, заявил Имамеев. В подмосковном Одинцове возле жилого комплекса Лайково взорвался автомобиль. Взрыв был очень сильным и ощущался в нескольких населенных пунктах, рассказывают очевидцы в паблике «Типичное Одинцово». У машины взорвался бензобак из-за поджога. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Следователи выясняют причину инцидента. ВСУ ударили по аэродрому Бельбек в Севастополе. Как пишет телеграм-канал Мэш, в ударе участвовали 40 дронов, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и неустановленная баллистика. Мэш предполагает, что это были Storm Shadow, однако это ракеты крылатые, а не баллистические. Сообщается, что все воздушные цели были сбиты. Обломки одного из дронов упали в районе Орловки, рядом с Качинским шоссе в Севастополе. О других последствиях атаки пока неизвестно. Местные жители при этом жалуются в пабликах, что в городе не было воздушной тревоги. Минувшей ночью Киев был атакован беспилотниками. Точное их количество неизвестно, однако, судя по сообщениям местных властей, все они были сбиты. Пострадали 2 человека в Днепровском районе, один из них госпитализирован. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале. В городской военной администрации сообщили, что в результате падения обломков дрона в 2 районах области повреждены 18 квартир, 4 частных дома и 4 хозпостройки. Оккупированная Россией часть Запорожской области осталась без света. Об этом сообщил глава назначенной Москвой администрации Евгений Балецкий. По его словам, дело в повреждении линии электропередачи. Обесточена вся область, включая города Бердянск и Мелитополь, из-за чего начались проблемы и с подачей воды. Об этом пишет украинское издание «Политика страны» со ссылкой на местные паблики. В Херсонской области остались без света 69 населенных пунктов в 3 округах. Об этом утром заявил пророссийский глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он также сослался на повреждение линии электропередач Джанкой-Мелитополь. Скандал года в российском футболе. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал неназванным преступникам 36 миллионов рублей за подкуп судей. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сделал он это на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту. По его словам, о долге ему сообщил один из функционеров футбольного клуба. Ко мне 2 месяца назад пришел один из функционеров клуба «Крылья Советов» и сказал: Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за крылья. Вот у нас есть еще один долг, это порядка 36 миллионов рублей. Я у него спросил, а на что? Он сказал: вы знаете, я не могу вам сказать. Почему? Потому что это преступление, вам знать не надо. Ну, в конце концов, он мне рассказал, и выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Федорищев оценил этот незаконный рынок в 1,5 миллиарда рублей. Он предложил всем губернаторам начать борьбу с коррупцией в футбольном судействе. Остается добавить, что в российской премьер-лиге «Крылья Советов» после 16 туров занимают 12 место.
«Газпром» готовится к прекращению поставок газа через Украину через несколько недель. Как сообщили агентства Рейтер и Bloomberg со ссылкой на источники, базовый сценарий «Газпрома» по транзиту через Украину предполагает, что в 2025 году этого транзита уже не будет. Напомню, что действие контракта на этот транзит истекает в конце текущего года. Киев не будет договариваться с Москвой о продлении транзита российского газа. Об этом в сентябре заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом европейские чиновники вели переговоры о сохранении транзита. Об этом, в частности, писал все тот же Bloomberg. Один из вариантов предполагал, что газ будут закупать у Азербайджана. В Санкт-Петербурге в магазине «Буквоед» продавали сборник стихотворений Булата Акуджавы, промаркированный как книга иностранного агента. Внимание на это обратили «Новая газета» и бывший депутат Петербургского Заксобрания Борис Вишневский. Они опубликовали фотографии, на которых книга обернута в пленку с маркировкой «Настоящий материал информация произведен иностранным агентом Акуджава Б, либо касается деятельности иностранного агента Акуджава Б». Напомню, что Булат Акуджава ушел из жизни в 1997 году. Как пишет «Новая газета», вероятно, наличие плашки иноагента связано с тем, что предисловие к книге написал поэт Дмитрий Быков, который действительно внесен в реестр иноагентов. Ваши версии случившегося пишите в комментариях. И это все новости к этому часу. Чтобы поддержать нашу работу, поставьте лайк этому выпуску и подпишитесь на наш канал. У нас много интересного. И подпишитесь на нас в Телеграме. Меня зовут Кирилл Седов. Увидимся. Пока.